просто смотрю на них и понимаю, мне стыдно просто. Я бы не делала этого сейчас. В наше время многие испытывают стыд почти в каждом своем действии, но даже не догадываются, что это именно эта эмоция. Даже выбирая футболку в шкафу или кушая завтрак. Ведь футболка уже старая, а завтрак получился не таким, какой люди загрузили бы в Pinterest. Это и подтверждает то, насколько сильно нас заставили стыдиться обычной жизни, неидеальности, своих желаний, ценностей и нравов. Стыдиться того, что ты не зарабатываешь миллионы, будучи мужчиной. Ведь ты хочешь больше времени уделять семье, а будучи женщиной, стыдиться натуральной внешности, которая не похожа на вот это. Ну все, детки. Дубай открыл сезон охоты. Бедные мужчины, прячьтесь. Давайте вспомним, ведь когда-то давно мы еще воспринимали нормой обычную человеческую жизнь. Мы не пытались угнаться за стремительно мчащимся миром технологий, ведь помимо заработка денег и социально одобряемых категорий существовало очень много интересных занятий, которые давали нам искреннее счастье и удовольствие. Мы полностью принимали свою внешность, да и зарабатывать деньги хотелось для чего-то конкретного. Улучшение уровня комфорта, путешествия или новая камера. А сейчас все это делается еще и ради репутации в виде цифр на банковском счету. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Примерно вот такими были мои глаза, когда я полноценно это осознал. Я отчетливо ощутил, что всю жизнь меня обманывали. Или я обманывал себя сам, заставляя каждый день компенсировать этот стыд посредством зависимости, радикальной продуктивности и отношений. И именно по этой причине я осознал, что на самом деле я и не жил. Я создавал вид жизни. Пойдя в ресторан, мне было важно сделать фотографию, выложить ее в свой ТГ-канал. Проводя время с семьей, мне было очень важно снять кружок и показать наш досуг. Но во все эти моменты в реальности я не чувствовал ничего. Я не находился в том ресторане и в той комнате со своими близкими. Я находился в попытке доказать миру, что я живу. И винил себя, когда за день ничего не удавалось опубликовать. А когда удалил все посты, то понял, что отряд и не заметил потери бойца, ведь сильно закрепившийся стыд вызывает ощущение, что буквально все внимание мира направлено на нас. Поэтому нам нельзя облажаться. А этот самый контент для большинства людей как максимум лишь приятный бонус к их собственной жизни. А как минимум забытый аккаунт или канал в архиве, который когда-то слишком сильно мозолил глаза кучей постов. Вспоминаю, как смотрел на своих родственников с непониманием и вопросом, почему они, к примеру, не ведут свой инстаграм. А они смотрели на меня с непониманием в ответ. Мне казалось это дикостью, ведь интернет-жизнь стала частью меня и буквально отобрала реальную. Теперь мне все стало ясно. Вы наверняка хотя бы раз смотрели концерты каких-либо групп или артистов на ютубе. На многих из них можно заметить гигантское количество телефонов, снимающих сам концерт на видео. Да, мы все хотим поделиться впечатлениями с социумом и создать для себя память. В этом действительно нет ничего негативного. Мы можем снять часть любимой песни, чтобы прочувствовать этот момент спустя время. Но многие люди неосознанно снимают почти весь концерт, который кто-то все равно потом выложит на YouTube в полном объеме, а все снятые видео останутся на кладбище им подобных. Это и есть большая проблема нашего общества. Нам важнее получить эмоции восхищения и зависти своих друзей и подписчиков, нежели получить незабываемые эмоции от наслаждения живой музыкой. Получить незабываемые эмоции от нахождения в моменте, как сказал бы Джарахов. Я в моменте. А какие эмоции можно получить от пересматривания видео, в момент которого вы ничего не ощущали? Теперь представим, мы это те самые подписчики и друзья. Мы видим сотню историй с концерта, с вечеринкой после него, с последующим путешествием в другой город. После чего думаем, этот парень очень круто живет. Но тот самый человек взял деньги в долг для покупки билета. До путешествия поссорился со своим близким человеком, а после него обострились проблемы со здоровьем. Это и есть наша неидеальная жизнь, в которой мы не можем все контролировать, в которой мы каждый день решаем кучу проблем. Но в интернете этих проблем нет. Есть красивая картинка, которая мелькает перед нами каждый день. А весь негатив остается за кадром, ведь еще с детства мы знаем, что ссор из избы выносить нельзя. А с новым трендовым форматом коротких видео, которые затягивают своей динамикой и разнообразием, мы видим это так часто, что начинаем верить в эту идеальность. Иллюзорно формируется картинка того, что вокруг вас все чувствуют себя отлично, а вы один такой несчастный и обделенный. От чего формируется сложная негативная эмоция. Стыд. Это осознание и чувство несоответствия себя или своих действий социальным нормам, ожиданиям или идеалам. В чем отличие чувства стыда от чувства вины? Вина фокусируется на конкретном поступке. Мы чувствуем, что сделали что-то плохое, а стыд фокусируется на всей личности. Мы автоматически считаем себя плохими людьми. Это чувство может даже вызывать физические симптомы, такие как покраснение лица, желание спрятаться, ощущение давления в груди или даже парализующий страх. И да, стыд бывает здоровым. Он помогает соблюдать социальные нормы,
проблемы, развивать эмпатию и корректировать поведение, извиняться за свои ошибки и не повторять их, способствуя гармоничным отношениям в обществе. Но есть и токсичный стыд, когда человек чувствует себя не таким большую часть времени своего проживания на планете Земля. Когда настолько страшно ошибиться, что появляется стремление сделать все идеально и лишний раз не экспериментировать, что может остановить вас в вашем личностном развитии. Ведь даже у видео со звуками природы на ютубе есть дизлайки, если вы понимаете, о чем я. Давайте представим картину. В детстве ребенок учится мыть посуду, но получается у него не очень. Родитель кричит на него, называя неумехой, сравнивает с сыном маминой подруги, заставляя мыть до блеска 10 раз. Но и этого, оказывается, ему недостаточно. И каждый раз, когда я еще ярче и ярче реагирую, она меня не обнимала и говорила: подожди, стой, давай поговорим, а как доводила, как подначивала. Ребенок впадает в истерику, и больше у него не возникает желания даже пробовать это делать, потому что он боится снова ощутить стыд. Вырастая, сравнивать себя с другими он начинает уже сам. С нормальными детьми, у которых есть мама, папа, достаток, все хорошо, я не могла с ними просто общаться. Сначала неосознанно. Все начнется с майки и завтрака. Продолжится сумасшедшим количеством работы и стимуляторами, а заканчивается, как правило, выгоранием и слезами. Я не понимаю, кто ты. А если стыдят еще и за истерику, то возникает амплифицированный стыд. Когда стыдно за то, что стыдно. Постепенно из всего этого может родиться перфекционизм. Ведь желание сделать все правильно исходит из страха допустить ошибку. Соответственно, страха, что вас за нее накажут. А из-за недостатка любви и внимания можно получить нарциссическую травму, в основе чего лежит скрытая неуверенность в себе, которая компенсируется грандиозным образом. Каждый из нас так или иначе хочет признания, но не каждому оно жизненно необходимо. Начала задумываться о том, что, может быть, меня вообще никто не любит, а может быть, я вообще никому не нужна в этом мире. И именно поэтому такие люди пытаются завоевать как можно больше внимания к своей личности. А сферы блогинга и создания музыки сейчас являются чуть ли не самыми востребованными. В блогерство же я пришла из-за того, что я была травмированная, мне нужно было куда-то высказаться, плюс заработать денег. Совпадение, не думаю. Яркий пример, который сразу приходит на ум, это артист и блогер Моргенштерн. Недавно он, кстати, заявлял, что употребляет алкоголь от счастья, пока другие глушат им душевные раны. От счастья люди не спиваются. Спиваются люди с горя. Он также говорил, что преисполнился морально. В каждом своем новом треке хвастался большими деньгами, хотя еще лет 7-8 назад записал песню со словами. Что мне дали эти ваши деньги? Стремления молодого артиста тогда буквально были обесценены как минимум на этом фрагменте. 10 лет они будут кем? А ты со своим творчеством через 10 лет. Давай, через 10 лет я прихожу сюда. Тут Алишера буквально пристыдили. Это вызвало желание доказать миру свою значимость, ведь весь накопленный стыд склеился воедино, и его нужно было срочно компенсировать. Алишер сделал это с помощью творчества, которое дало ему успех. Но все равно продолжил упоминать того ректора далеко не в одной своей песне. Он даже приехал в этот самый университет снова. В этот раз я заработал не 500 тысяч, а 2 миллиона. И не за минуту, а за 15 секунд. Пока, универ! Ха! Еще тогда он понимал и намекал, что деньги не дают ему счастья в жизни. Они лишь помогают себя утешить. Быстрее стала разлагаться печь. Кстати, еще на подкасте с Фреймтеймером он сказал о своем очень интересном наблюдении. В медийке вообще нет ментально здоровых людей. В медийке все травмированные, и все, кто следит за медийкой, тоже нездоровые люди. И в этом есть большущая доля правды. Ведь обычному человеку не нужно никому ничего доказывать. Обычный человек живет для себя и своего удовольствия. Он хочет удовлетворять свои потребности. Хорошо спать, регулярно питаться, поддерживать свое здоровье в тонусе, заниматься тем, что ему действительно интересно, и размеренно достигать своих целей, не пытаясь вылезти из кожи вон. Здоровый человек не качается в зале до вздутой вены. Он не работает 15 часов в сутки. А деньги для него – инструмент, а не трофей. И именно этот стыд помогает людям добиваться результатов во многих сферах. Ведь он работает как допинг, который увеличивает рвение. Это как играть в Subway Surfers в реальной жизни. Только бежит за вами не полицейский, а чувство стыда. И вам во что бы то ни стало нельзя сбавлять темп. Возможно, кого-то толкает на это другая эмоция, но объединяет их одно. Люди работают на силах, взятых в долг у организма. Они полностью оставляют все остальные сферы, начиная биться в одну точку. Поэтому многие из них по пути к успеху и большим деньгам теряют свое здоровье, как ментальное, так и физическое. Буквально недавно у Алишера Моргенштерна случилось сильнейшее выгорание. Он рыдал, говорил о бессмысленности всего и принимал назначенные врачом таблетки. Меня раздирает на куски.
скин. Это бесконечная боль. И она каждый день со мной. Контракт закончился. Мне каждый концерт дается так сложно. А потом я просто не могу встать. Вот мои таблеточки. Все это продолжилось рехабом, а закончилось признанием Алишера в том, что всю свою жизнь он стремился не к тем ценностям. Но самое грустное заключается в том, что весь свой путь он неосознанно проецировал свой прогрессирующий стыд в головы подростков, принимая его за исключительную истину бытия. Те самые ценности, которые строятся на отсутствии ментальных болячек, на употреблении алкоголя и других веществ для поддержания уже имеющегося счастья. Хороший человек никогда не будет в депрессии, брат. Депрессии не существует. Ее придумали, брат. Это абсурд, но если это говорит твой кумир с уверенным лицом, то можно случайно и поверить, если ты еще не успел укрепить свой внутренний стержень и случайно войти не в ту дверь. По сути, жизнь заставила Моргенштерна делать это все. Ведь никто не научил, как сделать себе легче иначе. Ментальные проблемы в нашем обществе являются неким моветоном, отчего мы имеем то, что наш мир не идеален, несправедлив и антиутопичен. А тексты современных рэперов и без Тагировича полны строк о запрещенных веществах и роскошной жизни. 500 на дым, 500 на трэп, еще 500 на флекс. Давайте вспомним фильмы, которые мы смотрим. Нам гораздо интереснее смотреть за безбашенным и ярким главным героем, чем за вторичным персонажем из массовки. Поэтому очень красивая картинка и отличный образ эпатажных артистов продается на ура и вызывает тот самый стыд. Ведь им буквально нет числа в наше время. И пока тот самый артист рассказывает про часы за 5 миллионов, ты доедаешь смаженку из школьного буфета. А на кармане у тебя последние 500 рублей. Возникает резонный вопрос. В медиасфере есть другая артистка и блогерша, инстасамка, которая со своей женской стороны решила бороться со стыдом не только с помощью успеха, но еще и внешней идеальностью. Однако та еще не осознала, что заблудилась в своем стыде и последующих комплексах. Ведь, как и Алишер, она свято уверена, что стремится к чему-то оправданному. Помимо кучи постановочных конфликтов, снятого 18+ видео, слитого в общий доступ, и еще солидного объема действительно провальных действий, которые обсуждались на интервью у Ксении Собчак, Дарья недавно выпустила клип на песню «Босс», сюжет которого рассказывает нам о девушке в большом весе, созданном с помощью отвратительного для глаз грима. Ее булят коллеги, обвиняет начальник, но тут появляется уже осознавшая все свои косяки инста-вумен и предоставляет жертве психологического насилия препарат, который поможет ей быстро похудеть. Все это заказная реклама препарата из сервиса ВКонтакте, который, как мы знаем, раскидывается деньгами направо и налево, переманивая блогеров на свою площадку за десятки миллионов рублей. Девушка, недолго думая, использует его, резко худеет, а потом вместо нее выходит совсем другой человек. И это то самое лицо, про которое я говорил вам в самом начале. Бедные мужчины, прячьтесь. Куча макияжа, длинные стрелки и ресницы, которые под копирку сейчас делает себе большинство женщин. Накачанные губы и взгляд тигрицы, от которого открыли рты все те коллеги, которые ее унижали. Очень многие видят в этом восторг и историю с красивым концом. Однако на самом деле это ни за что не угадаете что. Гиперкомпенсированное чувство стыда. Похудение было сделано с помощью препарата, который создает искусственное чувство насыщения, что очевидно вредит здоровью. Похудение было вызвано критикой окружающих, что только подкрепляет стремление соответствовать запросу токсичного общества вместо собственных желаний. А то самое общество потом скажет, что у нее, например, слишком морщинистые ноги, и она ляжет на хирургический стол. А завтра накачанные губы перестанут быть модными в кругах женщин. Ведь мода циклична. И ей придется идти и сдувать их обратно. И у всего этого нет конца. Как правило, у таких людей внутри кромешная пустота. Ведь в гонке за одобрением они теряют собственное «я». Теряют те самые индивидуальные черты лица и характера, которые их выделяют. И по сути своей, инста-вумен прорекламировала временный пластырь, который наклеится на чувство собственной неполноценности. Появилось вот это первый раз ощущение вот этого одиночества, что что-то со мной не так, что, возможно, это из-за меня. Ее подписчицы — это молодые девочки, многие из которых могут являться несовершеннолетними. И они всеми силами пытаются подстроиться под строгие стандарты красоты 2025 года. Ведь их главная кумирша и куча ей подобных всю карьеру вбивали им в голову то, что это их главное достоинство. Подростки без денег и понимания жизни не вывозят такой темп гонки, от чего начинают пытаться взломать жизнь. Не кушать или не позволять еде перевариваться, чтобы поддерживать идеальную фигуру, что называется расстройством пищевого поведения. Потому что у этого нет
нет конечной станции. И Дарья прекраснейшим образом знает, что это их уязвимая точка. Ведь эта точка болит у нее. Поэтому она делает именно такую рекламу. Возникает ощущение двойных стандартов, когда мы вспоминаем ее недавнее выступление касаемо вопроса родительства в РФ. Сегодня будем обсуждать безопасность детей в интернете и их права. Наконец-то. Вы знаете, мне так надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. Но сегодня у нас вот первое заседание. Будем обсуждать, будем решать, что делать. Натворила, потом просто охренела. Но повторюсь, что угробленным судьбам уже мало поможет фраза Мне очень жаль, что так получилось. Артистка гордилась своей сделанной фигурой, даже той самой пятой точкой, которая выглядит так, как будто она не успела добежать до туалета. Ведь ей не была нужна сбалансированная внешность. Ей были нужны максимальные объемы и масштабы, даже если это выглядит неэстетично и неестественно. Изменения себя имеют для нее функцию забить пустоту внутри, но там все равно остаются щели. Мне становится обидно, я начинаю там плакать, меня начинают все успокаивать. Потом меня уже начинают все подсливать, потому что понимают, что я какая-то сломанная. Поэтому пока Maybe Baby в своем дисе проходилась по действительным оплошностям Дарьи, та нападала в свои же раны, оскорбляя и подмечая только внешние их недостатки, упрекая в том, чем грешила и она сама. Твою стрёмную сестренку даже некуда пристроить. Умывали детям мысли, продавая диски. В настройках персонажа ты рандомное лицо. И бичу ног, челюсти, удоры, реклама заборов. Это не что иное, как зависть, которая спровоцировала агрессию. Зависть от того факта, что девочки смогли принять и полюбить себя, а она не смогла. Инстасамке больно даже думать о том, что Дора может не ставить себе виниры, ведь, вероятно, она и так чувствует себя прекрасно. И стремление доказывать индустрии, что она хороша, нет. Заводчанины и так уже ждут ее новые треки. Несколько раз приходили на концерт ребята в форме и говорили: подпиши для нашей бригады. Мы сделали диск, CD-диск со всеми твоими песнями. Что уж тут говорить, что Maybe Baby, что Дора вообще были ее кумирами. Играли в плейлисте и помогали переживать кризисы. Я слушала Maybe Baby, я лечу на такой скорости, они не заметят, это же я на роликах. Я качу на такой скорости, они и не заметят. Я это делала, потом через несколько лет я узнаю себя в этих треках. Подведем итог. Социальные сети сейчас стали неотъемлемой частью общественной жизни, что является одной из причин прогрессии стыда. Последствия ментальных проблем почти не обсуждаются, а воспитание детей у многих до сих пор строится на негативном подкреплении. Многих моих знакомых барберов, которые просто стригут волосы, заставляют вести Инстаграм и рассказывать об этом. Ведь администрация понимает, что это самый мощный инструмент для привлечения клиентов в свой салон. И как не свихнуться в том мире, где на наше внимание так сильно охотятся, где каждая вторая женщина в Инстаграме пытается урвать себе кусочек хайпа, выкладывая свои полуголые фото или создавая постановочный конфликт. Где нас стыдят за то, что мы решили прилечь отдохнуть на 5 минут. Как бы банально это ни звучало, но самый действенный метод — учиться прислушиваться к себе и своим истинным желаниям. А мы как раз часто игнорируем самые банальные надоедливые фразы, которыми кишит весь интернет. Учиться понимать, какое из них несет функцию что-то затмить, а какое просит сам организм и тот самый я, которого когда-то положили на самую дальнюю полку. Мы всего лишь люди. И у нас есть природные потребности. Их нужно полноценно и вовремя удовлетворять, чтобы чувствовать себя комфортно. Кушать, спать, ходить в туалет. Знакомиться с собой — это сложный и медленный процесс, но он стоит того. Ведь наше видение мира — это самый главный руль в нашей жизни. И лучше всего поможет период работы с психотерапевтом или психологом, если вдруг заметил себя в чужой тарелке. Но не у каждого есть возможность здесь и сейчас начать платить специалистам большие деньги. И здесь могла бы быть реклама, но нет. Поэтому начать можно с ведения дневника с объективным отслеживанием своей жизни, анализом своих реакций на события и похвалой даже за самые незначительные результаты. Ведь ошибки не делают из нас плохих людей, а наоборот, дают опыт и новые знания. А в каждом из нас есть очень много сильных сторон, которые нам свойственно забывать. Делитесь о чувствах со своими близкими, ведь это помогает понять, что на самом деле масштаб некоторых ситуаций не так велик, как кажется. Иногда хочется взять под контроль всю свою жизнь, но мы всего лишь люди, и у обстоятельств часто есть на нас свои планы. А нам остается лишь правильно распорядиться имеющимся у нас ресурсом. Суть принятия себя не в том, чтобы пустить все на самотек, суть принятия в любви и сочувствии, когда в нашей жизни присутствует тот самый надоевший всем баланс, а твой самый главный конкурент — это ты вчерашний, а не рэпер из интернета. Я не надеюсь, что этот ролик сможет изменить чье-то мышление, ведь это исключительно работа каждого, но он может остаться в памяти как напоминание о том, что в наших жизнях нету ничего важнее нас самих. И герои этого выпуска подтвердили это на своем примере. Самое страшное — это под конец жизни осознать, что все это время ты лечил симптом, а не болезнь. Успех — это не деньги и пластические операции.
мотивации. Успех — это не предавать себя и найти в этом мире свое предназначение. Ведь нас пустили сюда погулять совсем ненадолго. Был рад еще больше углубиться в эту тему и закрепить свои мысли. Подписывайся на мой ТГ-канал, там я буду рассказывать о других своих мыслях и держать в курсе процесса создания нового материала. Я был бы очень рад собрать комьюнити людей, которые не игнорируют важность ментального здоровья и, конечно же, помогают друг другу. Спасибо за просмотр. Увидимся.